Прежде чем мы начнем анимировать нашего персонажа запроса, нам нужно понять разницу между мировым пространством и локальным пространством. Если мы посмотрим на этот мировой объект, как только я изменю его значение по оси X, он переместится по оси X. Если я изменю Y на Z, это будет следовать глобальной оси, также известной как мировая ось. Так что наша сфера в настоящее время движется в соответствии с мировым пространством. Если я сейчас поверну свою планету по оси X, мы увидим, что ее ось Y больше не совпадает с нашей видимой осью, также известной как мировая ось. Но если я изменю его значение Y, оно все равно будет скользить вдоль оси Y нашего мирового пространства. И это потому, что на любом объекте канал преобразования считывается в иерархии. Первым преобразованным каналом считывается местоположение, затем поворот и, наконец, масштаб. Вот почему вращение не влияет на изменение местоположения планеты. Это будет такая боль, анимировать или читать кривую. Но поскольку масштабирование считывается или выполняется после вращения, мы можем видеть, что когда я масштабирую по y, x или z, это действительно соответствует локальному пространству планеты. Чтобы лучше проиллюстрировать, что такое локальное пространство, давай покажем коллекцию Боба. Это Боб, и как ты можешь видеть, он выровнен с мировым пространством. Его голова направлена вверх вдоль оси Z. Его исходная точка немного смещена от центра нашей сцены. И мы можем видеть это в координатах его местоположения. Итак, что я сейчас сделаю, так это помещу Боба на нашу планету Земля. Чтобы мы могли видеть, что Боб не вращается и слегка смещен от оси Z. Теперь я буду родителем Боба на планете. Поэтому я сначала выберу Боба, затем планету и нажму Ctrl-P Objects. Теперь Боб является родителем объекта нашей планеты. И как только объект нашей планеты переместится или повернется, Боб последует за ним. При вращении планеты по оси Y мы можем видеть координаты в канале вращения. И если я покажу свою ось планеты, мы сможем увидеть, что они выровнены с осью Боба. Итак, Боб был повернут в мировом пространстве, его ось Z больше не направлена вверх. Но если мы посмотрим на его координаты вращения, мы увидим, что они все еще равны нулю. Потому что, хотя слово было повернуто, Боб не повернулся, он не сдвинулся ни на дюйм. Он визуально повернулся в мировом пространстве, но в своем локальном пространстве он не повернулся. Это как когда ты ведешь машину, ты перемещаешься в мировом пространстве, потому что машина движется, но ты не двигаешься, ты все еще сидишь в машине. Ты дитя машины. Поэтому, если я сейчас отредактирую Z местоположение Боба, мы сможем увидеть, что он движется вдоль своей собственной оси Z, также известной как локальное пространство. Итак, мировое пространство соответствует оси в нашей сцене, в то время как локальное пространство Боба соответствует оси, которая отображается на макушке его головы. Так что если мы теперь посмотрим на графический редактор, всякий раз, когда я буду перемещать кривую X моей планеты, она будет следовать за мировым пространством, как наш прыгающий мяч ранее. Но если я сейчас сделаю то же самое с Бобом, я увижу, что это будет смещено на его собственное местоположение X, на его локальное пространство. И это очень важная концепция, когда мы начнем анимировать персонажей. Подумай о руке, привязанной к руке, нам нужно будет анимировать ее в ее локальном пространстве. Как рука будет ребенком руки. Вдобавок к этому у нас все еще есть наша последовательность каналов, что означает, что вращение происходит до масштаба и после местоположения. Так что я все еще могу вращать персонажа в его локальном пространстве, а затем масштабировать его позже. И как вращение, так и масштабирование будут следовать его локальной оси. Итак, по сути, ты всегда анимируешь в локальном пространстве своего персонажа объект, что угодно. Но по умолчанию его локальные оси выровнены с мировым пространством. Но как только у вас возникают отношения между родителями и дочерними элементами, происходят большие изменения,
они больше не выровнены с пространством. Если ты используешь штуковину из своей трансформации, ты можешь переключить ее на локальное пространство. И многие аниматоры используют штуковины для анимации и используют их с локальным пространством. Поскольку я повернул планету, а Боб все еще является дочерним элементом планеты, его локальное пространство было повернуто. И мы можем видеть, что оси манипулятора или штуковины выровнены. Итак, когда я использую манипулятор, чтобы переместить Боба по оси Z, я вижу, как меняется его координата Z. Так что эта штуковина дает нам отличное представление о локальном пространстве нашего персонажа. И это также хорошо работает всякий раз, когда я выполняю вращение вокруг Нексуса. И у нас также есть устройство для вращения и масштабирования в нашем распоряжении. Но ты должен быть осторожен с этими манипуляторами, потому что они могут ввести в заблуждение. Это совершенно нормально использовать их для манипулирования своим персонажем. Но не полагайся на них слишком сильно, когда дело доходит до выяснения, каково локальное пространство твоего персонажа. Потому что если я поверну своего персонажа, а затем попытаюсь выполнить перевод, манипулятор будет визуально выровнен с локальным пространством моего персонажа. Но координаты местоположения моего персонажа больше не будут выровнены, потому что вращение выполняется после перевода. Поэтому, когда я буду редактировать свою кривую, я буду редактировать текущее движение Y, которое я вижу на экране прямо сейчас. Потому что выходные данные кривой имеют значение местоположения, поворота и масштаба, которые мы можем видеть в канале преобразования. И это не относится к манипулятору. Так что если я действительно хочу выровнять манипулятор с локальным пространством моего персонажа, мне нужно сбросить любое вращение моего персонажа. И теперь они выровнены. Если мой персонаж вращается, перемещая его с помощью манипулятора в локальном пространстве, в данный момент будут редактироваться разные значения местоположения. Я знаю, что это может немного сбить с толку, но не волнуйся. Это будет иметь смысл всякий раз, когда мы будем анимировать. И тебе не придется принимать все эти вещи во внимание, но для тебя важно изучить их, чтобы лучше понимать анимацию в 3D-пространстве. При редактировании твоей кривой методом проб и ошибок, их поведение будет иметь смысл даже в локальном пространстве, не волнуйся. Подводя итог, мы увидели, что по умолчанию пространство объектов — это мировое пространство. В отношениях родитель-потомок-ребенок будет следовать за любым преобразованием своего родителя, но его канал преобразования не будет изменен. И это потому, что каналы преобразования выводят локальную пространственную координату объекта. Канал преобразования считывается последовательно с указанием сначала местоположения, затем поворота и, наконец, масштаба. Ты можешь использовать штуковину в локальном пространстве, чтобы упростить свои манипуляции, но не полагайся на них, чтобы определить ориентацию твоего объекта.